Здравствуйте, друзья! Таинственный инструмент царя Соломона. Даже самые отъявленные скептики постепенно начинают соглашаться с тем, что в незапамятные времена на нашей планете существовали высокоразвитые цивилизации. Трудно отрицать это, глядя на сооружения, созданные при помощи неведомых технологий, до которых мы еще даже не доросли. И описание этих невероятных технологий и загадочных инструментов прошлого можно найти в очень многих древних источниках. В Библии есть упоминание о том, как пророк Моисей вырезал на драгоценных камнях имена всех 12 колен своего народа, и сделал он это при помощи волшебного камня или червя под названием Шамир. Этот камень обладал немыслимой силой, он мог разрезать алмазы, скальный базальт, мрамор и железо. Заметим, что это далеко не единственная загадочная вещь, которой владел Моисей. Например, имелся у него и удивительный жезл, способный совершать различные чудеса. Червь Шамир упоминается в Библии не только в связи с Моисеем. Дальнейшее его упоминание связано с царем Соломоном. Это отнюдь не вымышленная фигура, а реальный исторический персонаж, правивший объединенным Израильским царством в 965-928 годах до нашей эры. Помимо прочего, он прославился постройкой главной святыни иудаизма – удивительного Иерусалимского храма. Описание строительства Соломоном Иерусалимского храма вошло во множество древних иудейских источников. В них указывается, что Бог запретил Соломону использовать железные инструменты для постройки храма. И когда строился этот дом, то строили его из привезенных цельных камней. Ни молота, ни топора, никакого железного орудия не было слышно в доме при постройке его. Любопытно, что использовать железные инструменты Бог запретил по той причине, что орудия, которые могут вызвать кровопролитие и смерть, не подходят для строительства мирного храма. При этом Соломон намеревался строить храм из твердого мрамора и камней. Как же их обработать без крепких инструментов? И выход из положения нашелся. Вот как об этом говорится в Талмуде. «Сказал Шломо, Соломон мудрецам Торы, как построить храм, не используя для резки и обтесывания камней никаких железных орудий». Ответили ему: «Есть червь Шамир, которого принес Моше, Моисей, для камней эфода». Он спросил их, как мы его найдем. Они сказали ему: «Возьми шет и шейда, беса и бесовку, и заставь их открыть тебе». В древних апокрифах также имеется подробное описание того, как Соломон добыл Шамир. В них говорится о том, что волшебным червем в те времена владел петушинолапый царь демонов Асмодей. Толкователи древних тайн рассказали Соломону, где находится гора, на которой живет Асмодей. «У самой вершины, — сказали они, — есть источник. Из него, возвратясь из ежедневных странствий, Асмодей утоляет жажду. Напившись, он всякий раз прикрывает родник камнем и накладывает на него печать. И каждый раз проверяет, цела ли печать». Но Соломон придумал, как обмануть Асмодея. Он послал к горе своего военачальника, наказав при этом, чтобы взял с собой цепь для леопардов, пучок шерсти и мех вина. А еще дал ему свой перстень с именем Бога, который наводил ужас на нечистую силу. Придя на место, военачальник просверлил ниже источника отверстие в скале. Когда вся вода вышла, заткнул отверстие пучком шерсти и, просверлив другое отверстие повыше, наполнил каменное чрево вином. К вечеру заявился с неба истомленный жаждой Асмодей, оглядел родник и, увидев, что печать цела, отвалил камень. Почуяв запах вина, Асмодей удивился, но жажда была сильна. Когда же он захмелел, в дело пошли укращающий нечисть перстень и цепь для леопардов. Так червь Шамир оказался в руках Соломона. Вот как описывается Шамир в ветхозаветном апокрифе Агада о Соломоне. «Был у Соломона чудесный червь, носивший название Шамир. Червь этот обладал свойствами тесла и гранила. С помощью Шамира обтесывался строевой камень для храма и дома Соломонова. И производилось гранение драгоценных камней для кашена. Червь был величиной с ячменное зерно, и самые твердые предметы не могли противостоять его чудесным свойствам. Сохраняли его завернутым в шерстяную вату в свинцовом сосуде, наполненном ячменными отрубями». В наши дни в Израиле широко известен раввин Замир Коэн, который изучает Тору с точки зрения современной науки. И с его точки зрения, Шамир – это некий инструмент, имеющий свойства лазера. Вот что он пишет. В последнее время все больше расширяется использование лучей для резки различных материалов, которые позволяют производить ее с большой точностью и чистотой. Сегодня лазеры используются во многих отраслях, от обработки алмазов до операционных.
Хотя излучение, как и электричество, распространены в природе, наука узнала об этих явлениях недавно, а сумела использовать их лишь в нашем веке. Лазеры начали делать и применять лишь несколько десятков лет назад. И вот, оказывается, почти 3 тысячелетия назад, когда царь Шломо Соломон строил первый храм, мудрецы Торы знали о возможности использования лучей для резки твердых материалов. Любопытно, что Коэн подчеркивает, что Шамир разрезал камень не сам по себе, а излучением, которое от него исходило. Согласно древним источникам, следует, что надо было просто держать Шамир напротив нужного места, и излучение, исходящее от него, резало камень. Вспомните фразу из Агады о Соломоне, рассказывающую о Шамире. Сохраняли его завернутым в шерстяную вату в свинцовом сосуде, наполненном ячменными отрубями. Тут любопытно все. Как мы знаем, именно свинец используется в наше время в качестве защитного материала от вредного радиационного излучения. Кроме того, недавние опыты показали, что некоторые растения, в том числе и ячмень, тоже способны поглощать радиоактивное излучение. Шерсть тоже обладает подобным свойством. Получается, создатель Шамира знал, как обезопасить его пользователей от лучевой болезни. И еще один любопытный момент. Как известно, храм Соломона был разрушен в VI веке до нашей эры вавилонянами. Однако на Храмовой горе, где он стоял, сохранились остатки очень древней стены. Часть этой стены известна практически всем. Это знаменитая стена плача, к которой прибывают паломники со всего мира. Однако мало кто знает, что основание стены плача находится глубоко под землей, в тоннелях, большая часть из которых закрыта для посетителей. Именно здесь имеется одна из самых загадочных достопримечательностей в мире – западный камень. Это огромный монолитный блок, вес которого оценивается в 517 тонн, его длина 13,6 метров, высота 3 метра, а ширина около 3,3 метров. Любопытно, что в научном мире до сих пор нет ответа на вопрос, при помощи каких технологий и инструментов был обработан и доставлен на место этот огромный монолит. Если вы посмотрите на фотографии западного камня, то увидите резкий контраст между более поздней кладкой, сделанной вручную, и этим тщательно обработанным огромным монолитным блоком. Кто знает, может быть, в его изготовлении принимал непосредственное участие Шамир, волшебный червь царя Соломона. Резюмируя, получается, что древние евреи имели доступ к радиоактивным инструментам, которые могли обрабатывать любые материалы. Возможно, у них было также и ядерное оружие, которым они и уничтожили самую великую цивилизацию на планете – Тартарию. Еще в советские времена группой военных ученых под руководством генерала Моисеева были обнаружены следы применения ядерного оружия на территории Сибири, в те времена, когда ядерное оружие еще не было изобретено нашей цивилизацией. Сейчас эта информация уже известна многим, и некоторые из альтернативных исследователей истории даже считают, что эта ядерная бомбардировка произошла в середине 19 столетия, и именно она спровоцировала тот самый глобальный катаклизм, который и засыпал впоследствии первые этажи зданий по всей Земле. Однако существует и другая версия, которая говорит нам о том, что точечные ядерные удары наносились по городам Тартарии негуманоидными хозяевами Ватикана на несколько столетий раньше. Что вы думаете по этому поводу? Напишите в комментариях. Автор статьи Наталья Трубиновская. Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Поделитесь моим видео в соцсетях с родными, друзьями и знакомыми. Люди имеют право знать все точки зрения. Всем спасибо за внимание, буду рад вас видеть на своем канале снова.